Покатавшись по грязи, по лужам, по снегу, драйвер в этой машинке пришел не год. А точнее, он просто взял и сгорел. Ну что ж, это нам только на руку. Как можно заметить, потребление тока при ходе вперед, поворотах не вызывает каких-то вопросов. А вот при ходе назад потребление просто уходит в космос, и колеса не крутятся. Ну, это говорит лишь только о том, что что-то в этой машинке все-таки сгорело. Ну, во всяком случае, это нам только на руку. Скинем корпус. Надеюсь, он нам больше не пригодится. Попробуем сделать сюда что-нибудь поинтереснее. Мне пришла идея не убирать драйвер, который отвечает за поворот колес, так как он позволит нам оставить двигатель, который стоит на рулевом управлении, на 5 вольтах, а другой двигатель, используя другой драйвер, перевести на более высокое напряжение. Вот эта 16-пиновая микросхема отвечает за прием команд по радиоканалу и выдачу уже логических сигналов. А вот эти 8-пиновые засранцы — это как раз и есть драйверы. То есть один на один двигатель идет, который отвечает за повороты колес, а другой за ход вперед-назад, то есть основной двигатель. Вот он как раз у нас и сгорел. По разводке и так понятно, куда подпаиваться, но чисто в образовательных целях давайте глянем осциллографом, что творится на выводах, которые отвечают за ход вперед-назад и поворот колес. На ход вперед и назад у нас идет шим-сигнал. От ширины каждого импульса зависит то, с какой скоростью будут крутиться колеса. На поворот колес никакого шим-сигнала не идет, меняется просто логический уровень с 0 на единицу. Давайте-ка сдуем виновника этого видео. Использовать я буду вот этот драйвер L298N. Я уже делал на нем ремонт машинки. Видео вы сможете найти на канале. Очень, я думаю, полезное. Там использовалась просто микросхема. Не было готовой платки еще тогда у меня. Ну, в общем, я уже подсоединил двигатель.
Также в качестве временного решения я завел вот такую кнопку, перерезал дорожки, которые идут на рулевое управление, и в разрыв впаял кнопку, тумблер вот такой, который будет переключать. Либо сигнал будет идти на поворот, либо на лебедку, которую я делал. Видео вы можете также уже найти на канале, как я делал эту лебедку. Если в одном положении кнопки у нас работает поворот колес, в другом положении кнопки у нас работает как раз лебедка, опускает вверх-вниз. В принципе, очень удобно, разве что эту кнопку придется выводить на корпус этой машинки.